Всем привет! Сегодня видео о том, как связать узор сеточка, вот такой, по кругу, без шва. Иногда важно связать рукава, манжеты, шапку, чтобы в изделии шва не было. Этот узор как раз и подходит. Он ажурный, вот такой красивый. Вяжется очень просто, легко запомнить последовательность вывязывания. Он состоит из 2 петель и 4 рядов. Такой с лицевой стороны. Вот так вот он выглядит. Если его отпарить, то будет вот таким. И вот такой красивый с изнаночной стороны. Тоже замечательно выглядит. Можно применить и такой вариант этого узора. Так он смотрится. Этот замечательный узор можно связать и поворотными рядами. Вот такой он с лицевой стороны, такой с изнанки. Как связать этот узор, смотрите в описании, будет ссылка на видео. Кто не подписан на канал, таких много, подписывайтесь. Приглашаю, ставьте лайки и пишите комментарии. Кто заинтересовался или придумал какую-то идею с этим узором, для тех начну вязать. Для вязания узора по кругу мне нужно набрать четное количество петель. Как рассчитать длину нити для набора простым способом на спицы петель? Посмотрите в описании, будет ссылка на видео. Набрали необходимое количество петель на спицы. Теперь это количество, у меня 40 петель для образца, нужно распределить по 10 петель на каждую спицу. Первый ряд узора вспомогательный. Он вяжется резинкой 1 на 1, но начинаем ряд с изнаночной петли. Вяжем изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая. И так провязываем, пока на каждой спице не будет по 10 петель. Я распределила петли на 4 спицы по 10 петель. Теперь для удобства вязания я свяжу концы нитей узлом. Способов соединения петель по кругу есть множество. В описании оставлю ссылку, как это сделать по-другому. Но у меня образец, поэтому мне тут не обязательно. Начинаем вывязывать узор. Первый ряд узора. Нужно провязать вместе изнаночную и лицевую петли. Вот изнаночная первая, вторая лицевая. Эти 2 петли провязываем одной изнаночной петлей. Вот так. Делаем накид. И действия повторяются. Изнаночная и лицевая петля провязываются одной изнаночной петлей. Вот так. Накид и 2 петли вместе изнаночной. Так провязываем все петли ряда по кругу. Последние петли ряда провязаны. И в конце каждой спицы, после того, как вывязаны 2 петли вместе, нужно сделать накид, чтобы сохранить количество петель на спице. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и накид 10. 10-я петля. Так, теперь вяжем второй ряд узора. Провязываем таким образом. 2 петли вместе нужно провязать одной лицевой. Вот так. А накид провязываем изнаночной петлей. Вяжем лицевые петли за заднюю стенку петли. Вот так вводим спицу
и провязываем лицевую петлю. Накид изнаночный, лицевая, изнаночная. Так провязываем все петли ряда по кругу. Провязали второй ряд узора. Третий и четвертый ряд вяжутся одинаково. Повторяем вывязывание петель ряда. Вот первая у нас лицевая. Вводим спицу вот таким образом. И за переднюю стенку петли провязываем лицевую. Следующая изнаночная. Изнаночной петлей ее и провязываем. Вот так. Лицевая за переднюю стенку, а изнаночную провязываем, заводя спицу с внутренней стороны, да, вот так, и по кругу до конца ряда. Это третий ряд узора. Четвертый ряд узора. Также провязываем лицевые за переднюю стенку петли, а изнаночные вот таким образом заводим спицу с внутренней стороны. Так вяжем по кругу, провязывая все петли. Провязали четвертый ряд узора. С пятого ряда узор повторяется. Пятый ряд вяжем так же, как вязали первый ряд. Но здесь у нас произошло смещение. Теперь мы лицевую петлю провязываем лицевой в начале ряда, делаем накид и изнаночную и лицевую, изнаночную для удобства разворачиваем и вместе с лицевой провязываем одной изнаночной петлей. Вот так. Накид. Разворачиваем изнаночную и вместе с лицевой провязываем вместе. Так провязываем все петли до конца ряда. Теперь покажу, как провязываются петли, последние петли на спице. Вот у нас сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а нужно 10 петель. Мы делаем накид, изнаночную разворачиваем петлю, переносим ее на вторую спицу и провязываем ряд, сохраняя количество петель. Теперь эти 2 петли провязываем изнаночной петлей, и дальше все повторяется. Накид, разворачиваем изнаночную петлю и вяжем ряд до конца. Вот такой узор получается. Такой он с лицевой стороны, а такой с изнаночной. Тоже красивый.